Да, все супер. Мгм. Хорошо. Расскажу о том, как вайп-кодить долго, качественно, но сложно, осторожно. И как это происходит у меня, какие шишки я набил, вот, и что в итоге получилось. Вот. Если что, эта презентация была создана тоже при помощи вайп-кодинга. Так, меня зовут Алексей Рякин, я больше 10 лет управляю продуктами. И в айтишке вообще очень много времени, еще больше 10 лет плюсом. Вот, у меня экономическое образование и технический бэкграунд. Я всегда интересуюсь, как продукты устроены изнутри. Вот, работал в компании Tensor и работал в ВК. И сегодня я расскажу, как я создавал свой продукт. Продукт называется бот для поиска работы, JobMeister бот. Год назад примерно меня сократили из ВК, я начал искать работу. Вот. Сначала я пытался как-то это упорядочить тем, что ввел табличку в Excel, в которой отмечал, на какие вакансии откликнулся, на какие не откликнулся. Вот. Потом к этой табличке прикрутил скрипты, чтобы табличка заполнялась автоматом по API из HeadHunter. И потом еще увидел, что есть такая проблема, как автоматическое поднятие резюме на HeadHunter. Сделал под это сайт. Вот. И постепенно этот продукт, тогда это еще был не продукт, но постепенно он мутировал в продукт, бот для поиска работы. Как он выглядит? Что в ленту человеку приходят вакансии, он смотрит, какие вакансии нравятся. Вот. Если вакансия нравится, то через бота можно выбрать одно из своих резюме и при помощи яишки сгенерировать сопроводительное письмо и сразу отправить отклик на HeadHunter. Как и Яков говорил, рассказывайте про свои продукты, пользуясь этой конференцией, я рассказываю про свой продукт. То есть вот есть такая вакансия, Яишка прочитала вакансию, прочитала мое резюме и на основе этого сгенерировал сопроводительное. Я нажимаю, могу тут что-то подправить, нажать откликнуться. Так, и брюки превращаются. Вот он откликается. Вот, вот он написал, отклик успешно отправлен. Все хорошо. Вот, и потом я на HeadHunter могу посмотреть, что я уже действительно откликнулся на эту вакансию. Так, вот про продукт, наверное, все пока что. Ну, продукт сейчас развиваю, пытаюсь монетизировать с переменным успехом. Но сегодня не про маркетинговую часть, а про создание этого продукта. Вот. Какие инструменты я опробовал, видно на экране. То есть начинал с PyCharm, просто когда еще не знал про то, что можно яишку просить что-то написать. Потом пытался на Гугле написать в режиме вопрос, напиши мне такой-то фрагмент кода. Ответ, вот тебе код. Вставил этот код в PyCharm, запустил, дал Google ошибки и обратно вот так вот такими итерациями. Ну, либо Google, либо ChatGPT, либо что-то еще. Вот. Потом я узнал, что есть такой продукт Курсор, и с ним до сих пор. Кроме этого, пробовал Lovable, пробовал VS Code плюс Gemini Code Assist и Copilot. Вот у меня впечатление, что за Gemini Code Assist будущее, потому что ну, он достаточно хорошо понимает код тоже, но когда я его пробовал, он был бесплатным, но ужасно медленным, поэтому я вернулся к Курсору. Вот. То есть курсор наше все, сам пишет код, хорошо разбирается в контексте, хорошо анализирует кодовую базу. Но вот здесь у меня есть несколько историй из жизни, с чем я сталкивался. Когда проект достаточно большой, когда нужно ввести дополнение, он любит все писать с нуля, даже если это уже есть в проекте. Не любит владеть кодовой базой. Ну, хотя я сказал, что он владеет кодовой базой, но далеко не всегда он это делает. Не смотрит, какие библиотеки есть, любит все рефакторить.
Ну, короче, делает, творит, что попало. Вот. Последнее, на чем я споткнулся, у меня сейчас сопроводительное письмо пишется одним промптом. Я изучил курс Гугла по агентам и захотел сделать это на агентах, что система один агент генерирует сопроводительное письмо, другой агент его критикует, третий переписывает. И так по несколько циклов, чтобы постепенно улучшать сопроводительное письмо. Так вот, курсор и все остальные нейросети настаивали, что мне нужно применять э, фреймворк LangChain. А фактически оказалось, что применяя фреймворк не LangChain, а фреймворк от Google, Google ADK, код примерно в 5 раз проще получается, понятнее и лучше, эффективнее работает. То есть я на этом убил 2 дня, а вот завтра буду переписывать на Google. Причем на LangChain я уже все написал, но там все равно все работает очень плохо, очень глючно. Вот. Так что, как же бороться с тем, что и так сойдет, с тем, как у нас любит писать курсор? Ну, наверное, все, что относится к курсор, часто относится к любым другим моделям тоже. Э, э, Относиться к нейросетям как к твоему разработчику Джуну. То есть пускай он напишет ТЗ, ну, либо ТЗ писать так, как рассказывал Яков. Мне очень понравился подход, что используя там специальных чат PRD и так далее. Вот. Нужно обсуждать с ним конкретное решение и контролировать, проверять, что он написал. Вот это вот основной посыл. Что еще? Нужно, нужно учиться хоть как-то понимать тот код, который написал курсор. То есть понимать, какие архитектурные решения сделаны. Ну, например, что у нас использован язык Python, у нас использован фреймворк Django или что-то еще. Ну, и чаще очень хорошо брать, э, выбирать ту платформу, которую понимаешь. То есть, ну, я, например, выбрал для своего проекта платформу Django, и я с ней понимаю, как организован код, как там все устроено, и постепенно не курсор мне говорит, что делать, а я говорю курсору, как лучше организовать кодовую базу. Вот. Нужно нарабатывать правила. Спойлер, в конце презентации я дам ссылочку на те правила, которые я уже наработал, которые использую. Вот. Нужно, чтобы курсор писал документацию техническую, где, как, почему приняты какие решения. Вот. Нужно использовать планирование, про это Яков тоже рассказывал, планирование изменений. И тоже малые итерации, нужно все тестировать. Нужно учить матчасть, то есть разбираться немножко в питоне, он очень простой язык, и чуть-чуть в JavaScript хотя бы, понимать, как устроены API. Вот. И если ничего выше не помогает, то помогает использовать сильные модели. Я использую обычно GPT-5 для архитектуры, для планирования и стандартную модель курсора для реализации планов. Вот. Так, ладно, про DevOps я, наверное, рассказывать не буду. Ну, я, наверное, перейду к сессии под названием Live Coding. Вот. О том, как при помощи курсора и моих правил создать минимальный продукт. До этого выступления я задал нейросетям вопросы, какой продукт можно показать за 10 минут, и мне вот предложили показать, как будет, например, как создать за 10 минут сайт для сокращателя ссылок. Вот мы открываем чистую папку курсор, в которую я добавил мои правила, мои промпты, и просим, сделай приложение на Django, сокращатель ссылок. Главная страница должна быть на Tailwind. Вот. И я написал, что сначала напиши PRD, пока не пиши код, задай вопросы, что нужно уточнить.
То есть таким образом у меня сейчас курсор чуть-чуть порассуждает, спросит какие-то вопросы про то, что я хочу сделать, и напишет примерное требование. Так, ждем, брюки превращаются. Так, наверное, вот кодирование вот в прямом эфире это очень рискованный шаг, но ладно. Надеюсь, что у меня все получится. Так, ну он в чате пишет теперь. Цель, целевая аудитория, сценарии, функциональные требования, функциональные требования и вопросы. Так, вопросы. Да, первый вопрос. Говорю, регистрация не нужна. Так, Slack пускай будет самый простой. Так, 3 все делаем по-простому. Так, 4 трекинг статистики. Ну, наверное, пускай будет тоже. Так, и на пятый вопрос. Какой формат будет у короткого урла? Ну, пускай первый вариант. То есть мы везде выбрали варианты по умолчанию. То есть таким образом мы при помощи курсора же уточнили требования относительно того, что мы сейчас написали, и он сейчас так вот, написал обновлю PRD, но что-то он документацию так и не сделал. Так. Пишу создать документ, да. Так, наверное, много времени. Сейчас пока напишу, создай проект по этой документации. Так, сейчас он создает документ с требованиями пока что. Вот он создал красивый документ. При необходимости перед тем, как генерировать, нужно его прочитать, что там можно уточнить. Так, так, ну, создай. Так, вернее, разверни проект. Так, и здесь ну, можно в режиме агент, можно в режиме план. То есть лучше делать в режиме план, но это будет дольше, поэтому я сейчас делаю просто в режиме агент, чтобы он все нам сделал. Так, пока если я могу ответить на какие-нибудь вопросы, пока он думает. Да, там спрашивали про DevOps. Ага, Пропустил. да, про DevOps Как я деплоишь? пропустил. Мгм. Мгм. Да, расскажу. Я пользуюсь Git'ом. У меня зарегистрирован проект на GitHub. То есть я храню все репозитории на GitHub. И на GitHub есть там actions, то есть какие-то скрипты, которые можно запускать на GitHub и автоматом деплоить на сервер. Вот, то есть таким образом я на GitHub запускаю скрипт, он вытягивает код из репозитория и разворачивает его на моем сервере. Это делается фактически одним нажатием или несколькими нажатиями кнопок. А как в классической разработке ты используешь ветки, там всякое такое?
Раньше. Э, Иногда, но в последнее время что-то не использую, все в мастер пишу. Ветки использую, когда какой-то гигантские какие-то изменения. Ну, вот, например, у меня ветка есть под ситуацию, когда я буду с агентами э, формировать сопроводительное письмо. То есть там очень большое изменение, там у меня ветка. А так обычно небольшие изменения просто в мастер пишу и запускаю деплой. Не Вот. падало никогда, все из-за этого. Падало. Быстро поднятое не считается упавшим. Так, так. Так, вот он генерит теперь уже файлы. Так, так. Модельки, админку. Так, главную страницу. Так, еще какие-то вопросы, может быть, есть? Да, есть. Давай еще чуть-чуть. То есть у меня получается сначала ответы на вопрос и параллельно все А сел ничего, от кодинга. ну, вот такой лайфкодинг, все нормально. Да. Так, Мгм. значит, вопрос такой. Новые проекты делать условно понятно как, а как старые поддерживать? Пробовал ли ты такое и есть ли какие-то нюансы? Старый проект. Ну, у меня вот проект, он длится, считай, год. То есть это, считай, я старый проект поддерживаю. То есть он уже далеко не новый. Вот, то есть там регулярные изменения. То есть нюансы такие, что делай документацию. У меня есть промпт для устранения ошибок, вот error, да. То есть если я вижу какую-то ошибку, я даю фрагмент логов и даю вот этот скрипт. Вот. Чтобы он не гадал, а проследил вызовы, анализировал логи, предложил варианты проблемы и не исправлял ошибку, пока я не выбрал вариант исправления. Вот. Еще у меня есть правило, вот programming rules, то есть если где-то я несколько раз натыкаюсь на одну и ту же ошибку, я пишу промпт, обобщи эту ошибку и добавь ее в programming rules, чтобы больше по этим граблям не ходить. Вот. Таким образом, у меня вот здесь формируется мой личный кладезь знаний. Ну, ссылку на него у меня будет в конце презентации. И потом я в чатик скину после окончания выступления. Так, он, похоже, уже тут все сделал. Почти все. Устанавливает все зависимости. Тестирует. То есть, в общем, вот главный такой лайфхак – нарабатывать существующие правила. Курсор очень хорошо работает с существующими продуктами. То есть, здесь как раз можно и нужно существующие проекты дописывать при помощи курсора. Так, что он там делает? Он тестирует все. Пока тестируют, могу еще один вопрос задать. Давай. А, как насчет такого, чтобы сделать прод и тест, из теста уже деплоить на прод? Ты такое настраивал, и есть какие-то нюансы? Ну, типа, Э, есть у тебя тестовая среда, да, на которой ты разрабатываешь, все тестируешь, и потом только выкатываешь на продакшн. Ну, у меня нет отдельного сервера, я думал про это, но пока нет. То есть я тестирую на своей локальной машине и потом на продакшн уже. Но, в Мгм. принципе, это все можно сделать. И если бы я кодил не один, то, скорее всего, делал бы такой сервер еще отдельный. И тогда бы ты активнее работал бы с ветками, потому что если Да. все пушат в мастер, это Мгм. невозможно было бы. Мгм. Мгм. Он все сделал, я ему говорю, запусти сервер. Так, сейчас посмотрим, что получится. Так, ну еще важно, что
По идее, вот каждую из больших доработок важно делать в отдельной сессии. То есть даже запустить сервер, ну, было бы с точки зрения размера контекста модели, это проще было бы сделать, быстрее бы заработал в отдельной сессии. Но мне лень это делать, поэтому здесь вот так вот. Так, так. Ну, что запустил? Так, сервер готов. Так, у нас ошибка. Давайте покажу, как я работаю с ошибками. Все, я даже не читаю, я говорю error и вот ошибки скармливаю. То есть, скорее всего, он не создал просто таблицы, то есть не создал миграции. Но пускай сейчас посмотрим, как он сам это поймет. Он говорит, таблица не найдена. Вот, да, так и есть. Э, Физическая таблица не создана. Так. Ну, вот он предлагает варианты решения. Я говорю, сделай первый вариант. Вот он говорит выполнить команду создания миграции. Создал. Говорю, перезапусти сервер. Вот он запускает сервер. Вот у нас получился такой сокращатель ссылок. Вот он сделал короткую ссылку. Ну, формат ссылок можем задать. Вот проверяем, как работает. Сработало, перешли на Яндекс. Если есть время, я покажу еще, как выглядит админка у нас. Да, пара минуток есть. Мгм, хорошо. То есть, чем хорошо Django, что он автоматом создает админку. Сейчас. Так. Так. То есть, я сейчас создаю суперпользователя в питоне. Так, ну, имя пускай такое будет. Пароль 1, 2, 3. Вот. Так, он говорит, пароль слишком короткий, ничего страшного. Вот он создал суперпользователь, и теперь мы можем зайти по этому же адресу /admin и посмотреть, что у нас есть таблица ссылки, и в ней есть, ну вот первая запись, и какой URL и сколько переходов по этой таблице. Вот, ну и можно посмотреть, какие пользователи есть. Ого. Вот. В общем, на этом как бы лайв-кодинг заканчивается. Ну, и какое у меня напутствие, что вы можете установить курсор, попросить сгенерить 10 простых приложений и попробовать создать приложение, ну, например, на Django. Это очень просто. Вот. И постепенно изучайте, какой код он написал и почему. То есть сходить, посмотреть код, объяснить что-то в коде, это тоже очень просто. Так, так сказать, бонус. Последний слайд. Вот эту ссылочку. Сереж, пожалуйста, вот эту ссылочку последнюю скопируй в чатик, а может даже все. Вот, чтобы кому, кто хочет действительно, кому понравилось то, что я рассказал, чтобы они скачали эти правила, которые у меня здесь есть. С этими правилами начинать работу в курсор будет гораздо проще, чем без них. Если бы они у меня были год назад, то я бы очень много времени сэкономил. Леш, спасибо. Прям
на лету показал, как можно взять и создать продукт, да, то есть, и причем он даже рабочим получился, да, это с Да. нескольких запросов. И вот, это, конечно, супер.